How many like studying the book of Daniel? Сколько из вас нравится изучать книгу Даниила? I love studying the book of Daniel. Мне очень нравится ее изучать. You want a whole new religious experience? Ты можешь приобрести новый религиозный опыт. Study Daniel and Revelation. Изучая Даниила и Откровение. Understand what it's talking about. Понимая о том, что там говорится. It will change your brain. И это понимание изменит ваш разум. But the whole book of Daniel is based on one verse. Но вся книга Даниила, она основана на одном стихе. What's that verse? Что это за стих? Основной стих. Daniel 1 verse 8. Это Даниила 1, 8 стих. If it was not for that verse, Если бы не было этого стиха, there would be no book of Daniel. тогда бы не было книги Даниила. God would have had to find somebody else. Тогда Бог должен был найти кого-то другого. But Daniel was a special person. Но Даниил был особенным человеком, особым. Now, if you look at the first chapter of Daniel, Если вы посмотрите на первую главу Даниила, it shows us 3 groups of 3s. это показывает 3 группы по 3 человек. Let's look at the first group. Посмотрите на первую группу. We find it in verse 3. Мы находим ее в 1 главе 3 стих. Now, Nebuchadnezzar has gone to Israel, gone to Judah. Навуходоносор пошел к Иуде And taken a bunch of prisoners. И взял в плен много людей. How many? Сколько? Thousands, I'm sure. Тысячи, я уверен в этом. And from that group of prisoners, И из тех людей, как заключенных, he chose a special group. Он выбрал еще одну особенную группу. Now, here was his criteria. Вот его критерий. Verse 3. Третий текст. He says, here's what I want. Он сказал, вот что я хочу. Bring the best of the children of Israel. Приведи лучших из сынов Израилевых. Those who are related to the king. Те, которые из царского рода. And the princes. И княжеского. So these were the very best that, according to him, he could find. И по его пониманию это было лучшее, то, что он мог найти. Now I have a problem with his system of choosing. У меня на самом деле проблема вот к этому подходу выбора. He didn't say, bring me the young people who were working in the garden out in the villages. Он не сказал, приведи мне молодых людей, которые будут работать в саду, в огороде. Bring me the people who lived in the small houses out in the country. И не сказал, пойди, выбери мне людей, молодых людей, которые жили в маленьких домах и в деревнях. He wanted the people who had some prestige behind them. Он желал людей, которые имели определенный престиж и статус. It's the same thing the world wants today. Это то же самое, что происходит в этом мире сегодня. All right, now he's got a group of people. Сейчас сформировалась эта группа людей. How many do you think that is? Как вы думаете, сколько их было? He mentioned 3 groups of people. Он упоминает 3 категории группы людей. So is that 3 people? Это были 3 человека? Нет, больше. How many do you think? Сколько их было, как вы думаете? There were a bunch of them. Их было огромное множество. I suspect it could be in the hundreds. Я подозреваю, что там могли быть сотни. How many of their names do you know? Сколько имен из этой группы вы знаете? 4. You know 4 people. Вы знаете 4. Of all those people from the king's seed, из всей той категории царского происхождения. we only know 4 of them. Мы знаем только 4 из них. But now, let's go a little bit further in verse 4. Давайте пойдем дальше, 4 текст. And this is the world's standard. И это мирской стандарт. Nothing's changed since Nebuchadnezzar's time. Ничего не изменилось со времен Навуходоносора. That was 2,600 years ago. Это 2,600 years ago. Это было 2000 с чем-то лет назад. First thing he looks for amongst these people. Первое, на что он смотрел среди этих людей. People who were good looking. Те, которые хорошо выглядели. They had to be good looking young people. Это должны были быть молодые люди хорошей, нормальной, здоровой внешности. The second thing, Второе. they had to be smart.
Они должны быть умными. right? That's usually who we look up to. Это то, на что мы тоже смотрим. The good-looking ones, Хорошо выглядящие, the smart ones, умные. and then the third И qualification. третья черта. They had to have some self-confidence. У них должна быть определенная самоуверенность. People who could stand before the king. Люди, которые уверенно могли предстать перед царем. People who were outgoing. Которые легко могли общаться с людьми. If I look at these qualifications, Если я смотрю на эти качества, I have never been qualified. никто бы меня не выбрал. I'm not a good-looking person. Я не очень хорошо выглядящий человек. I was a terrible student in school, Я был ужасным студентом в школе, especially high school. особенно в старшей школе. And I do not like to be around people. И я не люблю находиться среди людей. I get done here, I go down to my room. И я здесь понаходился и потом иду в свою комнату. I take long walks by myself. Иду на длинные прогулки сам. I would not qualify for Nebuchadnezzar's school. Я бы никогда бы не подошел по критериям для школы Навуходоносора. We judge people by what we see. Мы судим людей о людях, потому что мы видим. Do you remember when Samuel went to choose the second king of Israel? Знаете, когда Самуил должен был выбрать второго царя в Израиле? Who was the first king of Israel? Кто был первым царем Израиля? Saul. Саул. Why did God choose Saul? Почему Бог выбрал Саула? Люди требуют. Exactly. He was big. Он был большим. Matter of fact, it was sort of like, I'm Saul, and she's the whole rest of Israel. Как бы он вот такой, а я как весь израильский народ. Matter of fact, she had to be even shorter. They came up to his shoulder. Потому что я его израильский народ, все, кто был там, они были ему по плечу. He looked like what the people wanted for a king. Он выглядел так, как люди себе представляли, что должен выглядеть царь. Was he a good king? Был ли он хорошим царем? Terrible king. Это был ужасный царь. So now it's the second time. Теперь второй раз. Samuel goes to where God tells him to go. Самуил идет туда, куда посылает его царь. He invites Jesse to the feast. И он приглашает The father of David, Jesse. отец Давида, приглашает его на пир. Okay, so Jesse brings his first son in there, Eliab. И он тогда приглашает своего старшего сына. The oldest son. Старшего сына. Look good. Выглядит очень хорошо. And what does God say? И что Бог говорит? Not him. Это не он. Why? What does God look at? На что смотрел Бог? Does he look at the stature? Искал ли он высоту? Does he look at the long, beautiful, flowing hair? Или на длинные, роскошные волосы? Does he look at the beautiful face? Или на красивое лицо? What does he look at? На что он смотрел? He looks at the heart. Он смотрел на сердце. And Jesse went through 7 sons. И когда он пересмотрел всех 7 сыновей, God rejected every one of them. Бог забраковал каждого из них. Then Samuel says, "You got any more kids?" И тогда спрашивают, у тебя есть еще кто-то из детей? I got one. Да, есть еще один. He's a farmer. Он фермер. He's out with the sheep. Он там где-то в поле с овцами. Hey, these people watching the sheep. Эти люди, они смотрят на овец. God loves them. Но Бог любит его. He says, "Bring that one in there." И тогда они говорят, приведите его сюда. And God says, "That's the one." И Бог тогда указывает и говорит, вот этот. Don't judge a person by what they look like. Не судите человека по его внешности. Look at their character. Смотрите на его характер. And so, now Nebuchadnezzar has his class. Теперь Навуходоносор собрался его класс. Now he does 3 things to this class. Теперь он должен был сделать 3 вещи для этих студентов. See, he's trying to get them to be like Babylonians. Они пытаются сделать из них вавилонян. What's the first thing he does? Первое, что с ними должны были сделать. Still in verse 4. Все еще 4 стих. He changes their language. Поменять их язык. He's going to teach them to speak Chaldean.
Они должны были научиться говорить на халдейском языке. Now, if you go over to Acts, the 4th chapter, Если вы прочитаете Деяния 4 глава, verse 13, Деяние 4:13. this is an interesting thought. Здесь очень интересная мысль. Read it. 4:13. 4:13. Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. See, when a person hears you speak, Когда человек слышит, как вы говорите, what are they hearing? что они слышат? Do they say, this person's different? This person is different. Этот человек, он отличается. See, when Peter and John and James, when they were in their old lives, Петр, Иоанн, Яков в своей прошлой старой жизни. they sounded like they were in their old lives. Они звучали, даже когда они говорили, как будто они еще в прошлой жизни. But when they spent time with Jesus, Но когда они провели время с Иисусом, something changed. что-то изменилось. Their speech was different. Их речь уже была другой. So Nebuchadnezzar, he wants to change their language. Навуходоносор хотел изменить их речь, их язык. What else do you want to change? Что еще он хотел изменить? Well, he wants to change their diet. Хотел изменить их диету. You're going to eat my food. Вы будете есть мою пищу. What's the third thing he changes? И третье, то, что он должен был изменить, Имена. He changes their names. имена. Okay? Now, what does the name represent? Что представляет имя? Характер. It represents character. Это имя представляет характер. Now, it's interesting, once you see these names here, И когда вы читаете эти имена здесь, what was Daniel's new name? каково было новое имя Даниила? Belteshazzar. Валтасар. You never hear him call himself that. Вы никогда не найдете, что он сам себя называл этим именем. Now, King Belshazzar calls him that, Царь его называл этим именем. but he's not going to go with that name. Но он не прилепился к этому имени. How about his three friends? Что насчет его 3 друзей? Yeah. Hananiah, Azariah, and Mishael. Анания, Мисаил и Азария. Okay? Look over here in chapter 3. 3 глава. No, it's chapter 2. 2 глава. When Nebuchadnezzar's had his dream, Когда у Навуходоносора приснился ему сон, and he's going to kill all the prophets and all the soothsayers, и он тогда решил убить всех гадателей, всех, кто не мог разгадать этот сон. he says, Daniel goes and says, wait a minute. Но приходит Даниил и говорит, подожди. Okay? And he goes home to his friends. И отправляется домой со своими друзьями. What does he call them? Как они называют его? Where you at? Okay, verse 17. 17 текст. Who does he call? Как они его называют? Hananiah, Mishael, and Azariah. Анания, Мисаил и Азария. He's going to stay with God's names. Они остались с Божьими именами. But he doesn't complain about having his name changed. Но они не жаловались насчет изменения этих имен. He doesn't complain about having to learn a Chaldean language. Он даже не жаловался на то, что ему нужно выучить халдейский язык. What's the only thing he complains about? Единственное, о чем он сопротивлялся, The diet change. это изменение в диете. And he made a very critical decision here. И он сделал очень серьезное решение здесь. But read verse 8. Прочитайте 8 текст. He purposed in his heart, Он положил в сердце своем, I will not defile myself. что я не буду оскверняться. Now, what could be the
consequences of this decision. Какие могут быть последствия этого решения? Look at verse 9. 9 текст. He goes before the prince or the leader of all the eunuchs. Он предстает перед лидерами всего государства. And he says, please give us a vegetarian diet. И перед евнухом он предстает и говорит, дайте нам вегетарианскую пищу. What does he say? Что он говорит? The king will kill me. И этот евнух говорит, я боюсь, что царь меня убьет. I can't do that. Я не могу этого сделать. So now Daniel goes to the next person. Тогда Даниил отправляется к следующему человеку. Verse 11. 11 текст. This is Melzar. Это Амилсар. He says, please, just give us a 10-day test. Он говорит, пожалуйста, сделай тест с нами 10 дней. Because the reason why the first man says, I can't do this, Причина, по которой первый человек сказал, я не могу этого сделать, because the king would kill him. потому что царь бы убил его. Daniel was subjecting himself to being killed. И Даниил, он подверг себя опасности тоже, что его могут убить. You don't want to eat my food? Вы не хотите есть мою пищу? Take him out and cut his head. Выведите их наружу, убейте их. But he risked everything Он рисковал всем, because he would not defile himself. потому что он решил не оскверняться. Okay? So he goes on to a total vegetarian diet. Тогда они полностью принимают вегетарианскую диету. We talked about that on Friday. Мы говорили с вами об этом в пятницу. What happened after 10 days? Что произошло после 10 дней? It's interesting. It was not a 10-day test. Это не был 10-дневный тест. How many days was the test? Сколько дней происходил этот тест? It was a 20-day test. Это был 20-дневный тест. Right? Let me show you how it's a 20-day test. Что значит 20-дневный тест? Take 3 steps when I say. Take 3 steps. Ready? Step. 1, 2, 3. How many steps are we apart? На сколько шагов мы далеко друг от друга? 6 steps. 6. So while Daniel and his friends were 10 days on a good diet, Когда Даниил и его друзья были 10 дней, принимали нормальную диету, what were the rest of the students doing for 10 days? что делали другие студенты другие 10 дней? Eating the king's diet. Они ели еду царя. Daniel was improving. Даниил, он улучшался, Well, they were going downhill. те улучшали свое состояние. At the end of 3 years, В конце трех лет schooling was over. школа закончилась, Nebuchadnezzar gives them their final exams. и Навуходоносор дает им финальный тест. What was the results? Какой был результат? Daniel and his 3 friends, Даниил и его 3 друзей 10 times smarter than anybody. на 10 раз умнее, разумнее, чем все остальные. That's what happens when we follow God's plan. Это то, что происходит, когда мы следуем Божьему плану. And as I said on Friday, И как мы говорили с вами в пятницу, we are the last group of people. мы люди, которые живем в последнее время, остаток. There's not going to be another group of people after us. После нас уже не будет другой категории людей. I believe we're living at the end of time. Я лично верю, что мы живем в пришествии уже последнее время. And God is trying to get us to come in line with His plan. И Бог пытается привести нас в согласие со своим планом. Are you enjoying the food here? Вам нравится пища здесь? Да. It's simple food. Это очень простая пища. And you know, when we get to the end of time, which we're in, Когда мы придем уже к последним временам, в которых мы находимся, there'll be no more recipes. уже не будет рецептов. You know, it doesn't take a recipe to cook porridge, kashi. Это не нужно большого великого рецепта, чтобы сварить кашу. Boil water Кипятишь воду, and your kashi. добавляешь туда вашу крупу и It's done. уже сделано. So you all are getting an 8-day test here. У вас здесь уже происходит тест на 8 дней. Now I don't know what your lifestyle is back Я не home, знаю, какой у вас стиль жизни дома, когда вы находитесь. but if you were an omnivore,
И если вы всеядны, take this as a new beginning. возьмите вот этот тест как новое начало. Purpose in your heart. Решите в своем сердце. I will not defile my body. Я не буду осквернять свое тело. Now, there's many ways of defiling the body. Many ways. Существует много разных способов, как осквернить тело. What we put into the mouth, То, что мы ложим в наш рот, what we put into the eyes, то, что мы смотрим, and what we put into the и ears. то, что входит в наши уши. And we're going to talk a little bit about that this morning. И чуть позже мы будем говорить об этом. Now, how many laws of health are there? Сколько существует принципов здоровья? 15. 15 laws of health. 15. What's the most important one? Какой самый важный? Now, there are groups of these laws. На самом деле это как бы группа этих законов. 3 of them sort of come together. 3 из них, они идут в одну категорию. If I ask the question, which is the most important one, Если бы я спросила вас, какой из них самый важный, most people would say faith. многие бы сказали, что это вера. Is faith important? Важна ли вера? Yes. What does the Bible say about faith? Что Библия говорит о вере? Without faith, it's impossible to please Him. Без веры угодить Богу невозможно. But there's 2 others that come very close to faith. Но есть еще 2 других, которые очень близки к вере. One of them is attitude. Первое из них это отношение, Now, восприятие. I've been trying to combine Russian and Romanian on the same slide. Я пытался объединить и русский, и румынский на одном слайде. This program this morning is over 230 slides long. 230. Эта презентация 200 с чем-то слайдов. I just don't have time to bring all this Russian and Romanian. Просто нету времени, да, чтобы это все. Like this time I did it. В этот раз я сделал, я объединил русский и румынский. So, but some people tell me everyone can read Romanian. Многие сказали, что все могут читать по-румынски. Some people say everyone can read Russian. Другие сказали, все могут читать по-русски. I can't read either one of them. Я не могу ни на одном из них So if you can't understand what it's saying, Если вы понимаете, о чем идет речь, we'll read most of them. мы будем читать. Okay? You know what Greek dualism is? Вы знаете, что такое дуализм? Who's ever heard of it? Кто слышал о таком термине? Basically, the Greek philosophy. На самом деле, это греческая философия. Man was 2 parts. Говорила о том, что человек состоит из 2 частей. Man was a body. Человек это было тело. But what was the purpose of the body? Но какова была цель тела? It was to carry the mind. Цель была, чтобы вместить в себя разум. And that's all there was. Это все как бы в этом Now, заключалось. let's look at the 2 Greek words. Давайте посмотрим на 2 греческих названия. Psyche, Сайки soma. и сома. If you put both those Greek words together, Если вы эти 2 греческих слова объедините, you get a medical term. у вас получится медицинский термин. Psychosomatic. Психосоматика. Does anyone know what that means? Знает кто-то, что это означает? I saw one hand. That's 2 hands. Okay? It means the effects of the mind on the body. Это означает влияние психики или ума на тело. Okay? Now, how many diseases begin in the mind? Сколько болезней начинается в разуме? How many diseases are psychosomatic? Сколько болезней психосоматического типа? 90%. 90% Это 90% of diseases begin in your mind. болезнь начинается в вашем разуме. Now, you may have cancer, У вас может быть рак. and you can't say, well, it's all in your mind. You cannot say it. И ты не можешь сказать, что это все у вас в разуме. Oh, you're right, it may be in your liver. Это может быть в вашей печени, But this is, where did it begin? но это то, где оно началось. And we're going to look at some studies on this. И мы рассмотрим некоторые исследования. If we can get this right in our minds, И если мы это поймем в нашем разуме, we shouldn't be sick people. тогда мы не должны быть больными людьми. All right, now, do you believe in Greek dualism?
Верите ли вы в этот греческий дуализм? That we're two people? Там было два человека. No. You're right, we're not. Да, мы не верим. If you read 1 Thessalonians, Если вы прочитаете 1 Фессалоникийцам, chapter 5, 5 глава, verse 23, 23 текст, it mentions three dimensions. оно упоминает три измерения. Right? The body. Which one? Тело. Дух. Oh, good. Spirit. Okay. Spirit and the soul. Душа и тело. Тело, душа. And here's where we have a problem. И здесь у нас проблема. In modern medicine, В современной медицине we separate these two мы разделяем тело и душу from the third one. от третьего. That's what the body is. Это то, что является нашим телом. So if you've got a problem with your body, Если у вас проблема с вашим телом, they just work on the body. они работают только с телом. But that's not the way we work. Но это не так, как вы должны подходить. You've got to work on the mind. Нужно работать с разумом. Okay? Now, let's figure out where all these parts are. Смотрите, как это работает. Okay. We can all see the body. Мы все можем видеть тело. You can look at your neighbor. I see the body. I see the body. Я смотрю на вас и вижу тела. Where is the soul? Где же душа? In the heart. Right? It's in the mind. Она в разуме. That's the soul there. Это разум, душа. Now, does a dog have a soul? У собаки есть душа? By this definition, По этому определению. yes. Да. Everything has one of these. Все имеет вот это. It's the thinking part of the body. Это как бы мыслительная часть тела. Where's the spirit? Где же дух? Сердце. Нет. In blood. It's the frontal lobe of your brain. Это лобная доля нашего мозга. It's right here. Это прямо здесь находится. What is in here? Что здесь находится? Control center. Мышление. All right, look at Revelation 22, verse 4. Посмотрите Откровение 22, 4 текст. It's very interesting when you read this verse. Очень интересно, когда вы читаете этот текст. We talked about a name in Daniel 1. Мы говорили о именах, когда написано в Даниила 1 глава. What's the name? Какое имя? Что такое имя? It's character. Характер. All right, read Revelation 22, verse 4. 22 текст, 22 глава, 4 текст. И узрят лице его, имя его будет на челах их. It says his name. Их имя. What's the name? Что такое имя? Character will be where? Будет где? In their foreheads. На русском перевод не достаточно правильно, написано на челах, в английском в челах. Да? What does that mean? Что это означает? You have become like him. Это означает то, что мы должны быть подобны ему. How do you become like him? Как ты становишься похожим на него? 2 Corinthians 2 Коринфянам, chapter 3, 3 глава, verse 18. 18 текст. Look it up, come on. Ищите. 2 Коринфянам 3, 18. 2 Коринфянам 3, 18. This is such an important principle. Это настолько важный принцип. And the sooner you learn this principle, И как скоро вы выучите этот принцип, the sooner you teach this principle to your children, настолько вы будете быстрее учить этому принципу ваших детей. the sooner you will see the character of Christ in your children. Настолько быстрее вы увидите характер Христа в ваших детях. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. 2 Коринфянам 3, 18. Read it. Мы все же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Now this works both ways. This works two ways. Это работает двумя способами. If you behold Christ, Если вы взираете на Христа, what's going to happen? что произойдет? Мы преображаемся.
You'll be changed into the same image. Вы будете изменены в тот же самый образ. But what if you're looking at something else? Но что происходит, когда вы смотрите на что-то другое? It's a principle. Это принцип. What you spend your time looking at На что вы тратите свое время, на что вы смотрите, взираете, is what you will become. это то, кем или чем вы станете. Now I'm going to show you some great examples of that this morning. Сейчас хочу показать несколько очень таких серьезных примеров. Now, can you live without a body? Can you live? Можете ли вы покинуть ваше тело? Нет. Can you live without a mind? Можете ли вы жить без души или покинуть душу? No. Can you live without a frontal lobe? Можете ли вы жить без лобной доли? Нет. Yes. Yes. Matter of fact, America's been involved in Russia's old war in Afghanistan for over 10 years. Америка была вовлечена, и Россия, в войну с Афганистаном долгое время. A lot of these very violent explosions. Очень серьезные вот эти взрывы и Causes a lot of brain trauma. произвело очень много мозговых травм людей. Now, if you're walking out there and you twist your ankle, Если ты идешь и ты выворачиваешь себе щиколотку, what's going to happen to your ankle? Что произойдет с вашей щиколоткой? Болит. It's going to get swollen, yes. Она опухнет. Same thing with the brain. То же самое с вашим мозгом. This trauma, poof, И вот этот взрыв, вот эта травма, your brain starts to swell. ваш мозг начинает воспаляться. Where can it go? К чему это приводит? There's nowhere to go. Уже There's only one place to go. одно место, куда ты можешь пойти. Down through the hole where your spinal cord comes up. Вот в это место, где ваш мозговой спинной мозг. Which will kill you. Это то, что убьет вас. So in order to save the life, И чтобы спасти жизнь, the doctors open up the skull доктора открывают череп and take the only part of the brain out that you can live without. И забирают вот эту часть, без которой человек может прожить. What happens when they do that? Что происходит, когда они удаляют лобную долю? What happens to the person? Что происходит с человеком? They're never the same. Они уже никогда не бывают теми же самыми людьми. They can walk, Они могут ходить, they can talk, они могут говорить, they can work algebra problems, они могут даже решать математические задачи, but they have no character. но у них нет характера. They don't know right from wrong, Они не отличают добра от зла, because this is what God gives us. потому что это та часть, которую Бог нам подарил. When we get to heaven, when we go to heaven, Когда мы идем к небу, we're going to take this body with us? возьмем ли мы это тело с нами? I hope not. Я надеюсь, что нет. I've broken too many bones. У меня слишком много сломанных костей. I want a new body. Я хочу новое тело. Will you take this mind with you? Возьмете ли вы этот разум с собой? I hope not. Надеюсь, что нет. Because when we get there, we got to learn a whole new language. Потому что мы, когда попадем туда, мы будем изучать совершенно другой язык. I can't learn languages. Я не могу учить языки. Will we take our frontal lobes with us? Возьмем ли нашу фронтальную лобную долю с нами? That's the only thing you take with you. Это единственное, что ты берешь с собой. And if you're waiting for Jesus to come to change it, И если ты ожидаешь, что Христос придет, чтобы изменить ее, you waited too long. ты будешь ждать слишком долго. Right now is training time. Потому что сейчас это время обучения. Right now, God's trying to perfect our frontal lobes, our characters. Прямо сейчас Господь, Он работает над тем, чтобы совершенствовать наши лобные доли или наш характер. How does He do that? Как Он это делает? Give you a nice, easy life? Дает ли вам такую красивую, ровную жизнь? He only surrounds you with beautiful people? Или окружает вас такими добрыми, любящими людьми? Oh no, He doesn't do Нет, this. это не так происходит. See, in all the world, there's two types of people. В нашем мире две категории людей. There's precious stones, Очень ценные камни and there's worthless sand. и бесполезный песок.
And the sand is always polishing the stones. И этот песок, он всегда полирует эти камни. And I have polished many stones. И я на самом деле тоже шлифовал много камней. See, God can make us precious stones. Бог может сделать нас ценными камнями, драгоценными. That's why He puts us in the situations we get in sometimes. Поэтому Он ставит нас в такие ситуации, которые не очень приятные. Have you ever been through a really bad experience? Проходили ли вы через реально нехорошие опыты? Хорошо у всех. And you wonder, why is this happening to me? И задавать себе вопросы, почему это происходит со мной? There's various reasons. Есть различные причины. One is God realizes you need to be perfected. Первое, это Бог осознает, что вы нуждаетесь в совершенствовании. But there's another reason. Но есть и другая причина. 2 Corinthians, 2 Коринфянам, chapter 1, 1 глава, verses 3 and 4. 3-4 текст. When I finally understood this verse, Когда я в конце концов понял этот текст, I understood why sometimes things just don't go right for me. я начал понимать, почему очень часто в жизни происходят непонятные вещи, которые теряют контроль. 2 Corinthians. Второй, Now, as she reads this verse, когда я буду читать этот текст, listen for a particular word. ищите особое слово. You'll hear it 5 times. Вы услышите его 5 раз. 3 and 4. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби, тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Did you hear the same word 5 times? Слышали ли вы это слово? What is that? Что это за слово? Comfort. Another word. Другое слово. It's teaching us something. Оно учит нас чему-то. It's teaching us empathy. Учит нас сочувствию. There's sympathy Есть симпатия and there's empathy. и есть сочувствие. Empathy is far more valuable. Сочувствие намного ценнее. What is empathy? Что такое сочувствие? You tell the person, I know what you're going through. Это когда вы говорите, я знаю, через что ты проходишь. It happened to me too. Со мной тоже такое было. And when I hear that, И когда я слышу это, I gain courage. тогда я ободряюсь. Have any of you ever lost something? Случалось ли у вас такое, что вы что-то когда-то теряли? Right? Have any of you ever lost everything? Случалось, что кто-то из вас потерял все в своей жизни. Everything you owned. Все, что вы нажили, все, чем вы обладали. I've done it twice. У меня это произошло дважды в жизни. And you know what I found out? И знаете, что я обнаружил? God has a purpose. У Бога есть цель. You see, 33 years ago, 33 года назад I owned a large piece of property. у меня было большое имущество, я обладал большой землей. I had a big house. У меня был большой дом. I had everything. У меня было все. And I owed no money. И у меня не было никаких долгов. It was completely mine. Никому ничего не должен был, это моя собственность была. And in one instant, В один момент it was all gone. все пропало. I lost everything. Я потерял все. Now, I wasn't gambling. Я не... Playing cards. я не играл в карты. No, there was another reason. Это была другая причина. Now, does that sound bad? Звучит ли это ужасно или нет? Yeah, that sounds pretty bad. Это звучит очень печально. I had put everything I owned into buying that farm. У меня все свои сбережения, все, что у меня было, я вложил в то, чтобы купить эту ферму. Now, what would happen had I not had that happen? И что бы случилось, если бы этого не случилось? Where would I be right now? Где бы я был сегодня? Sitting at my farm, Сидя у себя на ферме, watching the corn grow. наблюдая, как растет кукуруза. Now, there's nothing wrong with that. Ничего плохого в этом нету. But I must be
rather be in Moldova watching Moldovan corn grow. Но я предпочитаю находиться в Молдове и наблюдать, как растет молдавская кукуруза. So God allowed me to lose my farm, Бог позволил мне потерять мою ферму, and He gave me the whole world. но подарил мне целый мир. I'm thankful it happened. Я очень благодарен за то, что произошло. Okay, so here's the 3 dimensions of man. 3 измерения человека. But we've got a problem here. Но здесь у нас проблема. If our body starts to hurt, Если у нас начинает болеть тело, we go to a doctor. Мы идем к доктору. If our mind isn't doing well, Если у нас проблемы с нашим разумом, go to a psychiatrist. мы идем к психологу. And if we even think about the spirit, we call for a pastor. Если у нас душевные трудности, мы идем к пастору. Any pastors here? Здесь есть пастора? Okay, good. Okay, you're all 3. Вы это все 3. Every one of us should be all 3. Потому что каждый из нас, мы состоим из этих 3 компонентов. When you're dealing with somebody who's sick, Когда мы имеем дело с больным человеком, you got to go to the spirit. мы должны обратиться к духу, You got to go to the mind. к разуму, к душе And you got to work with the mind. и к телу. Matter of fact, we're told that doctors should be pastors. И мы должны, как бы есть такое мнение, что доктор должен быть пастором, And pastors should be doctors. и пастор должен быть доктором. Now, we don't say you got to go back to university and get a medical degree. Это не значит, что должен идти снова в университет, получать какую-то степень. You saw the program last night. Вы видели программу прошлой ночью, вечером. A couple. Молодая пара. Are you a doctor? Ты доктор? Is your husband a doctor? Твой муж доктор? But you took your son out of the hospital. Но вы забрали своего сына из больницы. Did you see the program last night? Видели ли вы опыт вчерашний, когда показывали вечером? I'm amazed. Я просто восхищен. And I don't know why I'm amazed. Я не знаю, почему я восхищен. I see this over and over and over again. И я постоянно вижу эти опыты. Because God will use the simple people. Потому что Бог будет использовать простых людей. I told you the story on Friday Я рассказывала вам историю в пятницу. about the people of the forest. Как бы, типа, люди леса. You remember the story? Вспоминайте историю. That's where I first met Olga. Это там, где первый раз мы встретились с Доном. Sarada. Это Саратанова. It was my favorite place in the world to go. Это было мое самое любимое место во всем мире. No doctors, Нет докторов, no nurses, нет медсестер, but the clinic would send their patients to the people of the forest но клиника местная посылала своих пациентов в лес туда. because they learned to deal with the whole person. Потому что они подходили целостно ко всему человеку. But now the world is catching up with the right way. Но сегодня мир, он тоже доходит к правильному подходу. Johns Hopkins University. Университет Джона Хопкинса. How many has ever heard of it? Сколько из вас слышали о нем? Okay. Who do we know from Johns Hopkins? Who do we know? Там, где Бен What Карсон. doctor do you know from Johns Hopkins? Какого доктора Бен Карсон. Ben Carson. доктор, который вышел из этого университета, это Бен Карсон. Right? He's a brilliant man. Это блестящий человек. But they did a study at Johns Hopkins. Сделали исследования в этом университете. Things that feed cancer. Как лечить рак. What do you think the first thing in the list is? Что, как вы думаете, находится вверху этого списка? Tobacco? Или вызывает рак? Alcohol? Алкоголь? No, here it is. It's attitude. Первое в списке это наше отношение. And they say it's a disease of the mind, the body, and the spirit. И также ученые говорят, что это болезнь, которая нашего тела, разума и души. If you read it in the Bible, Если вы будете читать вашу Библию, you know that science someday is going to come to their senses. и мы понимаем, что ученые когда-то дойдут до этого понимания. Because this is my favorite medical book. Потому что это мой любимый учебник по медицине. By 2 people. 2 человека. Which is the candidate for cancer? Кто из них кандидат на заболевание раком? Второй. Listen over here.
этот человек? Because his attitude is depressed. Потому что его отношение к жизни, оно депрессивное. Matter of fact, they say that happiness may be more important than not smoking. И также они утверждают, ученые, что радость, она более как бы важнее, чем неупотребление табака. Let's put it a different way. Давайте посмотрим с другой стороны. A happy smoker Счастливый курильщик may have about the same health risks as an unhappy non-smoker. может иметь те же самые причины, как степени риска, как и несчастливый некурильщик. So what do you recommend? Что вы рекомендуете? Be a happy non-smoker. Быть счастливым некурильщиком. Now there's a Bible principle Есть библейский принцип, written 3,000 years ago. написано 3000 лет назад. It says a merry heart does good like a medicine. Веселое сердце благотворно, как врачество. And this science finally figured this out. И ученые, они доходят до этого, они поняли это. It's all about your attitude. Это все в вашем отношении. Like sometimes when you wake up in the morning, И когда я просыпаюсь утром иногда, do you ever feel just not right? иногда чувствуете ли вы, что вы не в своей тарелке? Do you feel like you want to take somebody's head off? Или что вы готовы кого-то растерзать? At that point, В тот момент you've got a choice to make. у вас есть выбор, вы должны принять решение. You can stay like this the whole day, Вы можете быть таким целый день. which is going to weaken your immune system, То, что снизит вашу иммунную систему, increase your risk of heart disease, увеличит риск заболевания сердечными болезнями and make every person around you miserable. и сделать ужасный день для всех вокруг. So if you wake up feeling like this, Если вы проснетесь утром в таком состоянии, at that point, в тот момент you make a decision. вы делаете решение. I'm not going to be like this. Я не буду вот так выглядеть. I'm going to be like this. Я буду вот таким. It's a choice. Это выбор. We make the choice every day. Мы делаем эти выборы каждый день. But we look around us Но мы смотрим вокруг нас, and say, but life isn't fair. и мы говорим, жизнь несправедлива. Do you ever hear people saying that? Слышали вы, когда люди так говорят? Not fair. Это нечестно. Well, let's look at somebody whose life was not fair. Давайте посмотрим на жизни некоторых людей, с кем действительно как бы жизнь была несправедлива. How many know this guy? Сколько из вас знают этого человека? Is he amazing? Не удивителен ли он? Was life fair to him? Была ли жизнь справедлива к нему? How many don't know this man? Сколько из вас не знают этого человека? Okay, good, fine. Well, here's how life wasn't fair to him. Вот так жизнь была несправедлива с ним. He was born with no arms and no legs. Он родился без рук и без ног. He is amazing. Но он удивительный. He's married, he has 2 children. Он женат, у него двое детей. He surfs. Он занимается серфингом. That's a trick. Это нелегко. He travels the world, Он путешествует по всему миру, encouraging people. ободряя людей. People who have 2 arms and 2 legs. У людей 2 руки и 2 ноги. And he does great good. И он делает прекрасную работу, ободряя этих людей. Jen Bricker. Это женщина. Anyone ever heard of Jen Bricker? Кто-то слышал из вас об этой женщине? Okay, good. She was born with life being unfair. Он родился таким образом, что жизнь была несправедлива к нему. She was born with no legs. Она родилась без ног. You know where she was born? Do you know where she was born? Знаете, где она родилась? Bucharest, Romania. В Румынии, в Бухаресте. When her father saw her, Когда ее отец увидел ее, he took his wife and they left the hospital. он взял свою жену, и они ушли из больницы. Left the baby there. Оставили ребенка там. A couple from America adopted her. И семья из Америки ее удочерила. It's so important, our homes. Настолько важно наши дома. They had one rule in their house. Where she was adopted, Семья, которая ее удочерила, у них в доме было одно правило. they had a number of sons. У них было несколько сыновей. And then they bring this little baby into the house. И они принесли этого ребенка домой. As she grew,
В то время, когда она росла, they say we have one rule in this house. тогда родители сказали, у нас будет одно правило в доме. We never say the word can't. Мы никогда не говорим слово «не могу». Yeah. You can do anything. Ты можешь делать все. Well, she got interested in something. И у нее появились какие-то интересы. She got interested in gymnastics. И она заинтересовалась гимнастикой. How can you be in gymnastics with no legs? Как ты можешь быть гимнасткой без ног? Well, she did. Но она сделала это. And when she was in high school, И когда она была в старшей школе, she became the state gymnastic champion. она стала чемпионкой государства. Because she can do anything you want. Потому что она могла сделать все, что она хотела. When I grew up, Когда я вырос, I was told how stupid I was, я понял, насколько я был глуп, how worthless I was, насколько бесполезен and how bad I was. и насколько плох я был. And I still fight that today. И сегодня я все еще борюсь с этими проблемами. The words that are spoken to a child Слово, сказанное ребенку, can change their lives. может изменить их жизнь. If it wasn't for my godly mother, Если бы это не была моя богобоязненная мать, I sure would not be here. я уверен, что я не был бы здесь. Okay. But the rest of the story, Но остаток истории. she always knew that she was adopted. Она всегда знала, что она была приемной дочерью. So at one point she asked her parents, can I know who my real birth parents were? Тогда она спросила своих родителей, могу я узнать, кто мои настоящие родители? They found out. И они его нашли. Do you know who her sister was? Знаете, кто была ее сестра? Dominique Mosiano. Тоже чемпион. Okay. Yeah. She won the Olympic gold medal in gymnastics. Она получила олимпийскую медаль золотую по гимнастике. Her parents had immigrated to the United States. Ее родители эмигрировали в Соединенные Штаты. They're sisters. Они сестры. That's amazing. Это удивительно. Your life may not be fair. Может быть, жизнь может быть несправедлива к вам. Count your fingers. Посчитайте ваши пальцы. If you've got two fingers in each hand, Если у вас хотя бы по одному пальцу на каждой руке, it means you've got two arms. или у вас две руки, This lady doesn't. у этой женщины нету. She paints with her teeth. Она рисует зубами Does a good job. и делает прекрасные картины. They did an interesting study using Catholic nuns. Произвели удивительный эксперимент над католическими монашками. They have basically the same lifestyle. Они практически живут, у них один и тот же образ жизни у всех. They dress about the same. Они почти одинаково одеты. Obviously, they have the same religion. Естественно, у них одна и та же религия, But they're not the same. но они не одинаковые. There's one big difference. Есть одна большая разница. Their attitudes. Их отношение к So жизни. they looked at 3 different groups of nuns. Поэтому они смотрели на 3 разные категории монашек. Those who are very optimistic, Те, которые были оптимистками, those who are pessimistic, пессимистами and forte pessimistic. и очень большими пессимистами. And they're looking to see how many live to be 85. И они смотрели, кто доживал до 85. The optimistic group, Оптимистическая группа, 90% of them. 90% из них доживали до 85 и дальше. The pessimistic group, Группа пессимистов, only 34%. только 34. The forte pessimistic group, И очень пессимистическая. 11%. 11% доживало до этого возраста. And looking at all the factors, the only factors that was different was their attitudes. Единственное, что их отличало среди всех факторов, это отношение к жизни. And then they kept the study going И они продолжали свое исследование. to see how long they would live. И смотрели, насколько долго они бы жили. Pretty soon all these were dead. Очень скоро вот эта категория все они умерли. And then the last one of these were dead Потом категория вот эта. at age 94. At age До 94. 94 годов. But 54% of these were still alive. Но 50% вот этой категории все еще были живы. It's all about attitude. Это все о отношении к жизни. Right? Another study they did. Другое исследование. They told people they were going to watch a funny video.
попросили людей смотреть такие смешные истории или видео. So they were looking forward to this. И они ожидали этого. Now something happened when they were looking forward to something. И что-то происходит, когда ты чего-то ожидаешь хорошего. Beta endorphins increased. Бета-эндорфины, их количество увеличивается. How much? Насколько? 27%. На 27%. Something else increased. Что-то еще увеличивается. Human growth hormone. Гормон роста человека. How much? Насколько? 87%. На 87%. Do you anticipate anything? Вы чего-то ожидаете? Anything happy every day? Обед. Кто-то сегодня счастливый? Нет. Ланч. Well, I anticipate two things every day. Я ожидаю каждый день две вещи. Breakfast and lunch. Завтрак и обед. See, I eat 2 meals a day. Я ем 2 раза в день. And when I come to breakfast, Когда я прихожу на завтрак, I can't wait. я могу ждать. I know the cook. I know the cooks. Я знаю поваров. They're good cooks. Они очень хорошие. And so when I wake up in the morning, Когда я просыпаюсь утром, endorphins start. эндорфины начинают пробуждаться тоже. Because my stomach goes, Начинает желудок там уже булькать. and so my endorphins go up. И эндорфины, они растут. What do? Что они делают? See, these things are all part of a certain system in our body. Это феномен имеет отношение к определенным системам в нашем We организме. got a system called the endocrine system. Есть система, которая называется Эндокрин. I know what Russia. Okay, anyway, but inside that system there is the immune system. Есть The immune system. Would you say? иммунная система. Okay, so when you have those two hormones, Если у вас там эти гормоны, два гормона, beta endorphins make your immune system stronger. бета-эндорфины, они укрепляют вашу иммунную систему. Human growth hormones build your immune system. Гормон роста человека, он строит вашу иммунную систему. So when you are positive, И когда у вас позитивное отношение, you're going to be stronger healthfully. тогда вы будете более сильными, здоровыми. So would you like some beta endorphins? Хотели ли бы, чтобы у вас были бета-эндорфины? Right now. Сейчас. Very simple. Очень просто. You're not thinking about lunch yet. Вы не думайте еще об обеде. But here's how you get some beta endorphins right now. Но сейчас как вы можете получить бета-эндорфины? Just smile. Просто улыбнитесь. Now when I was used to do a lot of lecturing in Ukraine, Когда у меня были долгие лекции в Украине, and I tell them this, и я сказала это людям, люди вот так отреагировали. they just don't like to smile. Я понимаю, что им, наверное, просто не нравится улыбаться. If you don't feel like smiling, Если вам не хочется улыбаться, give me an artificial smile. сделайте искусственную улыбку. Even that works. Даже это работает. It's amazing. Это удивительно. Just a simple act of smile. Yeah, I like to see you smile. Мне нравится видеть вашу улыбку. But smiles are a measure of your life expectancy. Также вот эти улыбки, они влияют на продолжительность вашей жизни. They have started studying just people's smiles. Произвели исследования просто на улыбках людей. One study looked at baseball players Одно исследование производили на бейсболистов. who had played baseball in the 1950s and the 1960s. Те, которые играли в бейсбол в 50-е, 60-е годы. Now this was a very famous baseball player. Это очень знаменитый бейсболист. He hit lots of home runs. Много побед у него. What kind of a smile does he have? Что за улыбка у него на лице? Is that a sincere smile? Это искренняя улыбка? Нет. No. How about this guy? Что насчет этого человека? Is that a sincere smile? Это искренняя улыбка? Да. But when they looked at 234 baseball players, Они исследовали 240 с чем-то бейсболистов. and they looked at two things. И они пытались заметить две вещи. Their smiles, Их улыбки and the second thing, и второе,
how long they lived. и насколько долго они живут. This guy was born in 1934. Этот человек родился в 1934, He died in 1985. умер в 85-м, 51 years of age. 51 год жизни. This one was born in 1931. Этот родился в 1931 Died in 2015. и умер в 2015, 84. в 84 года. And that's what they discovered. Это то, что они обнаружили. The smile on your face Улыбка на вашем лице puts more years on your life. продлевает вам жизнь. Because this is nothing more than a reflection of what's going on inside. И потому что вот эта улыбка, она дает как бы импульс в ваше тело. But now listen, Но слушайте, this is a very important principle. это очень важный принцип. And this guy said, И этот человек сказал, you have to create happiness where you are. вы должны создавать счастье там, где вы находитесь. If you can't be happy here, Если вы не можете быть счастливыми здесь, you will not be happy anywhere. вы нигде не будете счастливы. And we see that a lot in American marriages. И мы это очень часто видим в американских браках. Two people get married, Два человека женятся, выходят замуж, they're not happy, они несчастны. so what do? Что они делают? Get divorced Разводятся and go find some other fool to marry them. И находят других дурачков, которые опять создадут с ними брак. What changed? Что изменилось? See, if you don't change, Если ты не изменился, you're going to take it all with you. ты всегда этот ношу будешь носить с собой. You have to learn to be happy right where you are. Ты должен научиться быть счастливым там, где ты находишься. Another study that was done Другое исследование. looked at 114 college students. 114 студентов колледжа, Went to school between 58 and 60. которые были в школе с 58 по 60 год. Now, when you're in college, they take lots of pictures of people. Да, когда находишься в колледже, много фотографий делаешь. They studied their smiles. И опять же исследовали улыбки этих студентов. And those who had genuine smiles in most of the pictures И те, которые имели искреннюю улыбку на большинстве фотографий, tended to be happily married они были более склонны к счастливым бракам and stayed married to the same person their whole life. и прожить с человеком, с одним человеком всю свою жизнь. But they also found something else. Но также они что-то другое обнаружили. While they were in university, Когда они были в университете, they were healthier, more outgoing, они также были более здоровыми, более раскрепощенными. and they tended to stay healthier the rest of their lives. И они были здоровы на долгое протяжение своей жизни. So the recommendation, Рекомендация learn how to smile. улыбайтесь. And if that doesn't make you smile, you got some major problems going on right now. Да, если вы этого не можете, то значит это большая проблема. All right, another thing that they found. Еще что они обнаружили? People who have positive attitudes, У людей, у которых позитивное отношение к жизни. when viruses are in the area, Когда вокруг бушуют вирусы, they don't affect them. они тогда не влияют на человека. And if they do get into the body, И все же, если они попадают в организм, they have a much less effect upon that person. тогда они имеют меньшее влияние на организм человека. Positive emotions Позитивные эмоции are a very sure predictor of good health. это верный, как бы, направляет их к хорошему здоровью. What do we read there in Proverbs 17:22? Что мы читаем про притчах 17:22? A merry heart does good like a medicine. Веселое сердце благотворно, как врачество. But negative emotions Унылый дух или is a predictor of worse health. И негативные эмоции – это то, что предвещает плохое здоровье. Now there is a biblical principle. Есть библейский принцип. Remember this principle. Запомните этот принцип. As you think, То, как вы думаете, that's what you're going to be. это то, кем вы станете, таким вы и станете. This is a real case history. Реальный исторический факт. There were two women who were having some health problems. Были две женщины, у которых были проблемы со здоровьем. They lived in the same city, Они жили в одном и том же городе, seeing different doctors. посетили разных докторов. The doctors decided we need to send you for more testing.
И доктора решили, что мы должны послать вас сделать больше тестов. So both of these women from different parts of the city came to the same hospital. Эти две женщины из разных концов одного города пришли в одну больницу. They received tests all day long. Они проходили этот тест медицинский целый день. What were they looking for? Что искали у них? Looking for a diagnosis. Они искали диагноз. What's going to be? What's the problem? Что за проблема? At the end of the day, they were called into another doctor's office. Two different doctors. И в конце дня их позвали к двум разным врачам. The first doctor, Первый доктор, he says, no problem. он сказал, никаких проблем у вас. What you've got, we can take care of very easily. И то, что у вас есть, мы можем очень быстро избавиться от этого, вылечить. Just go home and take care of yourself. Идите домой, просто беспокойтесь. The second woman, Вторая женщина. the doctor says, I don't know how to tell you this. И доктор говорит, я бы не хотела вам этого говорить. You have stage 4 liver cancer. У вас 4-я степень рака печени. There's nothing we can do. Мы ничего не можем сделать. It's beyond operation. Это уже не операбельно. What's the problem? В чем проблема? You had two different women, Две разные женщины. went to the same hospital, В одну и ту же больницу попали. but here's the problem. Но в чем проблема? They got their medical reports reversed. Им перепутали их медицинские карты и исследования. How could they do something stupid like that? Как можно сделать такую глупость? Because they had the same names. Потому что у них одни и те же имена были. So the woman who had the cancer, Женщина, у которой был рак, she was told you're perfectly fine. ей сказали, у тебя все отлично, у тебя все хорошо. What do you think happened to her? Как вы думаете, что с ней произошло? She went home perfectly fine. Она ушла домой в отличном настроении. She's still alive. Она до сих пор еще продолжает жить. The woman who did not have the cancer, Женщина, у которой не было рака, but was told that you're going to die in a couple of months. и которой сказали, что ты умрешь в течение нескольких месяцев. What do you think happened? Как вы думаете, что произошло? She died in a couple of months. Она умерла через несколько месяцев. Why? Почему? Because that's what she was told. Потому что это то, что ей сказали. See, there's two parts of that promise in Proverbs 17:22. Есть две части в этом стихе притчи 17:22. For that first woman Для первой женщины, who had the cancer, у которой был рак, she got the very best medicine that there is. она получила самое лучшее лекарство. But what's the second half of the verse? Но какова же вторая часть этого стиха? A broken spirit dries the bones. Унылый дух сушит кости. And it killed her. И это убило ее. See, when you go to a doctor Когда вы отправляетесь к доктору, and they say you've got this disease и он тебе говорит, у вас вот такая болезнь, and this is what's going to happen, и вот это произойдет. how does he know? Откуда он знает? He doesn't. Он не знает. He is not God. Потому что он не Господь. When they say you're going to die, Когда он говорит, вы умрете, and then they give you a period of time, и дает тебе еще отрезок времени, they did the worst thing that they can do. это самое худшее, что они могут сделать для вас. They have started a clock in your mind. Они завели как бы часы уже в вашем разуме. You have 3 months to live. Вам осталось 3 месяца жить. Click. И все. And they go home. 3 months to live. И ты приходишь домой, говорит, 3 месяца. And 1 month goes by. 1 месяц проходит. 2 months to live. 2 месяца осталось. Another month goes by. Другой проходит месяц. 1 month to live. 1 месяц. And that whole time, И это постоянно. they are causing disease in their body. И в этом постоянно они производят эту болезнь в своем организме. Another interesting study. Еще одно интересное исследование. They had a group of people like this, Группа людей, как у нас, trying to measure how much calcium the body needs. исследовали, сколько кальция нужно организму. So every day they gave everyone 1,500 milligrams of calcium.
когда они давали каждый день 15 миллиграмм кальция. Now, if you get too much calcium, Если у тебя слишком много кальция, your body's going to dump the excess. тогда избыток твой организм начинает выводить. This man every day was losing 800 milligrams. Каждый день человек это терял 8000 миллиграмм. What does that mean? Что это означает? He only needs 700 milligrams. Что он нуждался только в 700. Remember, I said your body will get rid of what it does not need. Потому что ваш организм освобождается от всего, что вам не нужно. His body needs 700 milligrams. Его организм нуждался в 700 миллиграммов кальция. But right in the middle of the study, Но посередине исследования his wife died. его жена умерла. Very attached to his wife. Он был очень привязан к своей жене. How does he feel now? Как он себя чувствует сейчас? Broken. Разбитым. But he stays with the study. Но он все-таки остается в этом опыте исследования. But he's no longer losing 800 milligrams of calcium. Он уже не теряет 800 миллиграмм кальция. From that day forward, С того дня и далее he was losing 2,300 milligrams of он calcium. начал терять 2300 миллиграмм кальция. Why? Почему? What does it say in Proverbs 17:22? Было... 17, Proverbs 17:22. Мы возвращаемся к притчам 17:22. A broken spirit dries the bones. Унылый дух сушит кости. What's another word for dry bones? Какое слово еще можно сказать для сухих костей? Osteoporosis. Остеопороз. Here's what science now tells us. Вот что сегодня наука говорит нам. Depression causes osteoporosis. Депрессия вызывает остеопороз. In premenopausal women. При менопаузе у женщин. That means children can have osteoporosis. Дети могут иметь остеопороз. Matter of fact, osteoporosis has become a childhood disease. Сейчас уже остеопороз стал болезнью даже детской. And there's many reasons for this. И очень много причин для этого. But more hip fractures for people who are depressed. У людей с депрессией чаще происходят переломы костей. Right? But there's other emotions. Но есть другие эмоции. They looked at 1,300 men in New York City. Они исследовали такое количество мужчин. Looked at their attitudes. Исследовали их отношения. And some of them were mad all the time. Некоторые из них они были постоянно в гневе. Those people who were mad all the time Те люди, которые были постоянно в гневе, had 3 times more heart attacks. у них в 3 раза был увеличен риск инфаркта. Okay? Another study. Другое исследование. They went to a large medical school. Они отправились в большую медицинскую школу. They took the records of students who had graduated 25 years before. И они взяли личные дела студентов, которые выпустились 25 лет назад. Looked at their student profiles. Посмотрели их анкеты, личные данные. And they determined which ones were negative. И вычислили тех, которые были негативными людьми. Who were never happy. Которые никогда не были счастливы. And then they went to find those doctors. И они пошли искать этих высших медицинских студентов, уже докторов. To see how they were doing. Чтобы обнаружить, что с ними происходит. You know what they discovered? Знаете, что обнаружили? Every one of them were dead. Каждый из них уже был мертв. Just 25 years. 25 лет прошло. That means they were in their 50s. Это значит, что им было где-то по 50. And if you are not happy, you're cutting your life short. Если ты несчастлив, ты укорачиваешь себе жизнь. We had a bad hurricane in America a few years ago. Некоторое время назад был ужасный ураган в Америке. Called Katrina. Под названием Катрина. It was a bad one. Это был очень тяжелый ураган. Caused massive destruction. Очень много разрушений принесло. If you went to New Orleans, New Orleans was the major city. Это больше повредило Нью-Орлеан, Новый If you Орлеан. went there during this time, Если бы ты пошел в тот город в то время, or the weeks afterwards, или недели после этого, you smelled dead bodies everywhere. ты бы почувствовал запах мертвых тел повсюду. It was a very bad hurricane. Это был очень ужасный ураган. But then
sun came out, Потом вышло солнце, the water went down, вода снизила свой уровень, but something remained. но что-то осталось. The fear of that hurricane. Страх этого урагана. And for 1 year after that hurricane, И год спустя после этого урагана heart attacks were increased 3 times. в 3 раза увеличились сердечные приступы у людей. Is there a biblical principle? Это библейский принцип. Can you think of the principle? Думаете ли, наблюдаете ли вы принцип здесь? Jesus Christ's own words. Это слова Иисуса Христа. Men's hearts failing them for fear. Что сердца людей наполнены страхом. We'll talk more about this. Мы побольше потом поговорим об этом. Some of you need a break. Некоторые из вас нуждаются в перерыве. So let's get up, Давайте встанем. get some fresh air, sunshine, water. Выйдем на улицу, солнце, воздух и вода. Try to practice smiling. Попрактикуйте улыбки. It'll be good for you.